Приветствую, друзья! Тематика недорогих планарных наушников, на удивление, получила огромный отклик в сердцах большого числа меломанов. Нам уже удалось познакомиться с решениями от таких компаний, как Trend, KZ и Celest, и это действительно было крайне любопытно. Сегодня же я предлагаю внимательно рассмотреть еще одного претендента на данный сегмент – Kivers Melody, базируются которые на 12-миллиметровом излучателе, имеют отличную эргономику, хороший кабель и, естественно, просто сверхподробное звучание. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой картонной коробке с изображением модели и списком ее технических характеристик, где стоит отметить 12-миллиметровый магнитопланарный излучатель с импедансом в 18 Ом при чувствительности 102 дБ. В комплект нам положили инструкцию и два набора силиконовых амбушюр. Пользоваться ими, конечно, можно, но все они, к сожалению, маломерки. Кабель на вид довольно-таки простой, но плотный, витой, с прямым металлическим штекером и сопротивлением на каждый из жил, равным всего 0,16 Ома. То есть неплохое такое решение, менять такой точно не нужно. Сами чашечки выполнены из приятного на ощупь матового пластика с двумя отверстиями для компенсации, средним по габаритам звуководом и металлической вставкой на внешней части. Смотрятся они недорого, зато удобны и прекрасно умещаются практически в любое ухо. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас здесь быстрый с высокой амплитудой импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,25%, что просто отлично. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют стандартные уже значения без хоть каких-нибудь возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с хорошим таким заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, легкий акцент на имитации ушной раковины и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего нам подсветили 12,5 и 16 кГц, чтобы вывести, так сказать, высокие частоты на один уровень с басами и серединой. Добавить тут нечего, довольно аккуратненькая такая настройка. Уверен, подобный звук очень многим придется по вкусу. По подаче же Kivers Melody реально способны предложить нам удивительно подробное, немного сдержанное звучание с очень неплохой передачей контрастов, выразительностью и прямо-таки достойным балансом частот. Ничего ни в какую сторону не перекошено, все хорошо согласовано, а внимание слушателя направлено точно по центру. Однако, как и почти у всех дешевых планарных излучателей, здесь практически отсутствует глубина, объем, насыщенность и явно выраженная мелодическая составляющая. Звук тяготеет к нейтральности, сухой аналитике и почти не пытается нас хоть как-то увлечь или порадовать, например, обилием эмоций. То есть получается, с одной стороны, очень круто, с просто захватывающий дух прорисовкой нюансов, а с другой все это сопровождается некой сдержанностью и практически полным отсутствием глубины и тембрального окраса. Ну и я просто обязан напомнить, что планарным драйверам как классу всегда требуется реально мощный, желательно еще и качественный источник. Я рекомендую рассматривать плееры ЦАПы от 120 мВт на 32 Ома нагрузки, и это реально самый минимум, который им на самом деле нужен. Так что сюда вам вполне вероятно придется докупать еще какой-нибудь балансный кабель 4,4 мм.
Обычный выход телефона, планшета или ноутбука может по громкости вас и удовлетворит, но, к сожалению, наушники совершенно не раскроет. Настройка же у модели действительно чуть ли не образцово-показательная, так что нигде ничего ярчить, свистеть или резать точно не будет. По стилистике ограничений нет вообще. Хотя, на мой вкус, лучше всего героям обзора даются различные электронные жанры, все связанное с рок или металлом, без сомнения многие академические жанры и даже кое-что из оркестровой музыки. Последнее с некоторым замечанием, поскольку пространство сцены в глубину тут скорее обозначается и не дает нужного уровня погружения в материал. Разбирая по частотам, здесь достаточно ощутимый, не уходящий в глубину бас, с хорошей прорисовкой, динамикой и даже некоторой такой прозрачностью. Серединка имеет просто потрясающий уровень детализации, легкий акцент на динамике, излишнюю, на мой взгляд, сухость, прекрасно читающиеся атаки, быстрые затухания и акустически оправданный вес у всех без исключения тембров. Да, без какой-то сочности, бархатистости или иного способа сделать звук побогаче, но все точно, разборчиво, с прекрасной артикуляцией голоса и разделением инструментов. Высокие, в отличие от большинства конкурентов, тут не задавлены и не уведены на второй план. Они гармонично так дополняют середину, насыщая звук воздухом и подчеркивая звучание различных тарелочек, колокольчиков и другой перкуссии. Звучит все в целом крайне любопытно, но сам характер наушников никак не спутать с чем-то даже относительно дорогим. Достойно, но это бюджетное решение со всеми, как говорится, вытекающими. При этом я бы очень рекомендовал взять к ним что-то пожирнее, типа ЦАПов или плееров от Shanling, FIO или, например, Hybe, чтобы, так сказать, добавить наушникам сока, а непосредственно в характер источника привнести скорости, разборчивости и разрешения. Сравнить же их можно, например, с Thank the Food, где примерно такая же презентация и ровно такой же отстраненно-нейтральный характер. С остальными наушниками они плюс-минус размениваются достоинствами и недостатками. На фоне планарных моделей Celeste я бы выделил Melody как лучше согласованные и безопасные в плане настройки. Из КЗ к ним ближе, на мой взгляд, линейка PR1, а точнее их версия Balance. Все же остальные планары от КЗ либо ярче, либо суше, либо слишком уж агрессивно настроены. Итогом магнитопланарные наушники KV-Ears Melody удобно сидят. Кабель в комплект положили нормальный, жаль только не на балансный джек. И что куда приятнее, здесь просто превосходное по разрешению, максимально сбалансированное звучание с уклоном в нейтральность и мониторную такую сухость. На фоне других бюджетных планаров они выделяются своей очень комфортной настройкой с незадавленными и не пересвеченными верхами, приятной слуху массивностью и поджаром таким почти не уходящим на глубину басом. В остальном они столь же быстрые и техничны, с неплохой динамикой и превосходным разделением инструментов. Как для планаров начального уровня, это просто шикарное решение, но выше головы они тоже не прыгают. А на этом у меня все. Это были наушники KV-Ears Melody. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!